Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных сайта на платформе CS-Cart в REM Online. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы с сайта на платформе CS-Cart в другие системы. Например, в REM Online вести учет данных о новых заказах удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Cart. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт CS-Cart к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя вашего CS-Cart, логин личного кабинета, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в панель администратора, покупатели, главный администратор, API доступ. Сгенерируйте новый API ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем REM Online. Теперь необходимо указать действие «Создать заказ». На этом этапе необходимо подключить ваш REM Online к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать API-ключ. Для этого переходим в личный кабинет REM Online. В разделе настроек API копируем API-ключ и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter.
Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в REM Online». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!